Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме, и сегодня у нас интересное местечко. Во-первых, оно внутри Фон-Тиета, не особенно закопанное, я бы так сказал, но оно интересное тем, что это огромные площади, это именно ресторан. Во-вторых, здесь есть специализация, это буйволятина и курица. Сегодня мы пройдемся по буйволятине. Ну, конечно, потому что здесь... не так, чтобы часто, где встретишь абсолютно любые запчасти того самого буйвола. Поэтому сегодня у нас обзор на буйвола. Это классно. Этот рестик мне уже нравится. Здесь очень приятная и огромная территория. Мне, когда я заходил, прям такой смотрю, а это рестик. Потрясающе, красивое, симпатичное, уютное, а главное тихое место. Вот мы внутрь заходим, и все, тишина. Ну что ж, господа, прежде всего нужно сказать про меню. А ценники в нем приличные. Дело в том, что тут практически все начинается от 100 тысяч донгов. И я бы так сказал, в основном даже ценники переваливают за 200. Кое-где, конечно, встречаются блюда, и так по 70. Окей, это всякие, знаете ли, небольшие овощички. Первые два блюда нам уже подъехали. Это буйвол мясо и это буйвол желирующие его составляющие. Сейчас будем пробовать. У нас впереди еще солидное количество блюд. Так что начнем потихоньку. Ребят, и опять же, напомню вам, что сейчас на YouTube большие проблемы с монетизацией, а следовательно, все наши ролики выходят именно благодаря вашей поддержке. И сегодня, очевидно, мы потратимся достаточно прилично, учитывая ценник и ресторан, в который мы заехали. Поэтому уже огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас, всем тем, кто присылает разовые донаты и особенно всем тем, кто на постоянной основе подписан на Boosty либо Patreon. Именно благодаря вашей поддержке у нас получается делать такие хорошие выпуски. Я надеюсь, сегодня будет очень вкусно, очень классно. Еще раз огромное всем спасибо и не забывайте про телеграм-канал. Там мы вновь прибывшим туристам или если вы просто собираетесь во Вьетнам, планируем, подбираем жилье, трансферы и прочее. Все, что угодно. С вас только билеты, все остальное мы сделаем. Все мои контакты, телеграм и прочее, все в описании. Возвращаемся к обзору. И раз у нас сегодня исключительно мясо на обзоре, то грешно, как говорится, под мясо-то и не отведать. Но перед тем, как приступить к пробованию блюд, я хочу сказать следующее. Арахис нам поднесли. Наконец-то, не две какие-то плюгавенькие салфеточки нам принесли, а нормальную пачку, в конце концов. Тем более, что... действительно, положили и положили. Сколько я захотел, столько использовал. Да, они платные, ровно так же, как и арахис. Но я не хочу чувствовать себя каким-то ограниченным в плане того, что каждый раз, ребята, принесите мне салфетку, она у меня закончилась. Что это такое? Вот, все, у меня есть, я вооружен салфетками, нормально, можно приступать. Давайте сначала к мясу, потом ко всяким этим желирующим хрящикам. Девчонки тут бегают и нам что-то еще подносят. Отлично. Давай. Это уже чуть-чуть попозже. Оно в кадр все равно уже не лезет. Давайте смотреть за мясом. Сколько здесь его? Что там внутри? Поковыряемся, как обычно. И интересно, мясо у нас только на поверхности или внутри тоже имеется? Так, хорошо, смотрите. Внутри мясо. Раз. Внутри мясо. Два. Так, подожди, это только мясо? Так, это только мясо. А вот это, господа, мне уже нравится. Это просто много мяса приготовленного. Да. Слушай, я думал, здесь, как обычно, шапка, а внизу там что-нибудь лапша, еще чего-нибудь там. Нет, это просто, с какой-то травой. Значит, просто очень много мяса. И хорошо. О! Это по-нашенски. Не зря бокальчик взяли. Вот так вот и попробуем. Это, ребят, вкусно. Я сказал прежде всего, что мне здесь нравится антураж.
Они очень красиво здесь все обставили. Вот эти гестхаусы, которые вокруг, кстати, здесь можно остановиться, очевидно, снять вот этот гестхаус и, пожалуйста, да, ты живешь в середине Фонтиета. Классно, здорово. Речушка или вот это вот болотце, не знаю как назвать, заросшее красиво. Короче говоря, антуражик здесь очень симпатичный. По поводу же еды, вот этот шпинат или что это вкусно и здорово. Это первое, так, ну, не так много, наверное. Давай, чуть-чуть, вот так. К мясу очень подходит, это первое. Второе. Мясо не жесткое. Это, знаете ли, не вагю говядина, но это говядина со своим собственным приятным вкусом. Мы же с тобой буйвола-то уже пробовали, Ром. И я не покривлю душой, если скажу, что это самый вкусный буйвол, который до сих пор пробовали. Кстати, немножко остренько. Немножко так, где-то вот после 2 кусочков, когда я съел, чуть-чуть, значит, подгорает. Другими словами, господа, я должен сказать, наедаться специально не хочу, потому что мы хотим побольше попробовать. Это классно, это вкусно. Не знаю, как описать вкус. Это достаточно томный, суровый, мощный вкус мяса. Затем ровно так же сюда классно подходит и чесночное наполнение. И эта трава тоже, знаете ли, не мята какая-нибудь легонькая. Это достаточно серьезная тоже штука. Короче говоря, вот эту тарелку я бы один с удовольствием большим съел, еще имея гарнир, например, с рисом. И, конечно, без напитка бы не обошлось. Не зря взяли, потому что это все-таки, иначе было бы тяжеловато. Можно даже взять одно вот такое блюдо, поделиться, если ты пришел с компанией. И да, здорово, классно. Роман, налетай. Это мне очень понравилось. В этом плане они молодцы, абсолютно. И сейчас перейдем к желешкам. Роман с таким серьезным лицом сидит, пробует. И я читаю по его лицу следующее ощущение. А какого черта так интересно и вкусно? Потому что вот он, ну, очевидно, как и я, привык к буйволу, который, ну, знаете ли, ну, просто ты не проживать. Ты просто такой, а что, а куда, а зачем? А это полноценное, шикарное блюдо. Роман, давай по миску буйволятинки. Я тоже очень доволен. Здесь очень приятная консистенция мяса. Потому что я ожидал, что будет резина, но нет, это просто плотное мясо, но оно хорошо прожевывается. Основной вкус задает вот это вот листья, которые мне всегда напоминали вкус долмы. Это как, не помнишь, называется? Это перец какой-то? Это перец какой-то местный, да, как обычно здесь вот появится. И они очень круто сочетаются. Здесь, причем баланс соблюден по всем параметрам, по специям, по соли. И самое главное, очень приятная небольшая острота. Даже если человек не любит остроту, ему, скорее всего, вот такая острота небольшая зайдет. Так что... И, кстати, оно и денег своих полностью стоит. Я, насколько помню, оно там в районе 150. И здесь дофига мяса, да. Оно вкусное, и все супер. По деньгам тоже отлично. Ну, вот арахис накидан, но, как говорится, знаете ли, никто не заставляет вас его есть. Тем более, что арахис здесь в самом блюде не участвует. Просто украшение. Не понравилось, сбросил как бы и все. Давайте приступать к желешке. А вот они вот такие запчасти буйволятины. Ну, вот это вот та самая карамбола. Слегка кисленькая, да. Это всегда. Давайте здесь по количеству посмотрим, все ли здесь тоже. Да, здесь ровно так же. Все до низу. Специального количества нивелирующих овощей, нивелирующих мясо овощей внизу нет. Поэтому да, это у нас сплошнячком то, что ты и заказывал. А именно вот эти вот хрящички и так далее. Вот это вот может быть интересной штукой. Желатиновый медведик. С этим блюдом все в порядке. Мне очень нравится, как они жуются. Ну-ка я побольше вот этой травки
Да вместе с карамболкой. Вот именно так. Потому что я сейчас попробовал 2 кусочка. Будем называть это хрящиками. Но это не хрящики, это именно желирующие вот эти вот. Ну, как их правильно, вы напишите в комментариях. Короче говоря, здесь появится, как это правильно называется. Вот, сухожилие, да, наверное, да? Ну да. Вот. Я забываю русский. Смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, прайс от 225, самый дорогой 380. Так вот, отдельно их пробовать, это только погрызть. Вкуса в них особенного нет. В них очень приятная консистенция. Но это с лихвой компенсируется, когда ты берешь вот так вот кусочек вот этого сухожилия. Я такой большой не хочу, а у нас, кстати, других приборов нет. Вот нам принесли по 2 палочки, и все. Это вот первый минус. У нас ни вилок, ни чего-либо еще. Потому что если ты такой голый кусочек будешь пробовать, ну да, пожевать и вкуса особого в нем нет. А вот если вот так добавить карамболки с травой, о! Вот это, ребят, другое дело. Кайф, здорово. Но пожевать, это нужно понимать сразу. Это более серьезная штука с точки зрения прожевывания, чем вот это мясо. Роман, налетай. Это не менее вкусно, но для любителей, вы же понимаете, размять, так сказать, челюсти. Радует одна вещь. Вот эти вот сухожилия, они очень полезные. Ну, вы прекрасно знаете, да, что у каждого у нас тоже они существуют, но так работает, да, насколько я понимаю. Здесь недаром вот эти ласточкины гнезда продаются, которые очень полезны для человеческого организма с точки зрения восстановления хрящевой ткани и прочих суставов. Поэтому вот это тоже блюдо будем считать полезное. И тут же всю пользу убьем напитком. Ваше здоровье. Эмай! Сейчас проверим мой вьетнамский. Мой, тюп-тюп, тетя кон мой, яна. Поняла, смотри, а. Охренеть. Вот. Нам принесли с Ромкой 2 вот такие штуки изобрели. Ну да, против комариков, все правильно. Это что, Ромка, смотри, на зависть тебе. Мой вьетнамский уже чуть-чуть работает. По крайней мере, она поняла, что я хотел. Все, порядочек. Надеюсь, теперь будет немножко полегче. Ну, закусывают. Мной, а не я. Как должно быть на обзоре. Едем далее. Роман, твое мнение по хрящичкам, а я пока вот эту вот, с позволения сказать, долму попробую, потому что здесь какой-то фарш интересный и в листьях завернуто. Роман? Я ожидал чего-то плохого, потому что я помню, однажды мы заказывали какую-то свиную требуху со старфруктом как раз. И там была настолько сильная кислятина, что жрать было невозможно. Угу. А вот здесь вот кислоты в меру, ее прям совсем чуть-чуть. И она опять же, вот как в предыдущем блюде, сочетается. То есть здесь все очень сочетается, и специи, и кислота, и вкус вот этих хрящиков. Он как-то чуть-чуть мне напомнил вкус фобо. И пожевать есть что. И опять же количество. Блин, прям все супер. Ровно так же к этой долмушке. Опять же, я называю ее долмушкой, ну просто потому что схоже, да? Претензий нет. Это интересный, классный вкус. Неплохой фарш внутри. Слегка жестковат. Понятное дело, мы едим буйвола сегодня. Это не вагю, это не нежная распадающаяся говядина, которая, знаете ли, там как мороженое будет растаивать на языке. Нет, ни в коем случае. Поэтому именно сейчас у меня претензий к небольшой жесткости этих вот штучек нет. Ко вкусу вообще претензий нет. Это слегка остренько. Это приятный, хороший фарш. Сколько стоит, не знаю. Но, как видите, их здесь много. Раз, два, три. И мы бы втроем приехали.
мы бы на троих каждый вот, да, вот тебе половинка, да, вот на 3 части все бы разделили, мы бы втроем все наелись. А это, извините, пожалуйста, примерно по 150 тысяч донгов на человека. Рома, я думал, здесь будет более пафосно, как-то, знаешь, ну, пока что это здорово. Ладно, у нас впереди есть действительно дорогие блюда. Обычно мы уже здесь, наученные горьким опытом, понимаем, что вот ты заказываешь какую-то говядину, там еще чего-то, и там написано салат из говядины. А здесь просто написано говядина, значит, с таким-то овощем. И тебе действительно приносят, черт возьми, говядину. Только говядину. И ты перемешиваешь, и ты понимаешь, там тоже касается и сухожилий, тоже касается и вот этих долмушек. Да здорово и хорошо. По крайней мере, порции нормальные, поэтому у меня особых претензий-то нет, потому что здесь можно наесться, нормально наесться. Ром, ну и по долмушке, что скажешь? Слушай, ну это один в один первое блюдо, потому что я развернул, там внутри не фарш, там полноценные куски мяса, как Да? и в первом блюде. А мне показалось. И по вкусу то же самое, я очень доволен. И там, кстати, только единственное, в чем разница, то что внутри мясо с разрезной, то есть оно, так скажем, медиум. Давайте развернем штучку. Так. Но это действительно похоже на куски мяса. Или все-таки фарш? Нет, это фарш грубого помола, Ром. Вот, видишь? Все-таки это фарш, да, это не полноценные куски мяса. Фарш грубого помола или топориками, скорее всего, да, сделанный. Ну и начинку. Да, конечно. Короче говоря, как по заветам готовить кебаб. Топориками нарубить. А учитывая жилистость мяса, да, вот видите, не прорубилось оно до конца, поэтому чуть-чуть вместе держится. Да, а и хорошо, а я и не против. А теперь у нас, господа, на очереди хот-пот. Да не простой хот-пот, а, как вы можете догадаться, с гениталиями того самого буйвола. Эх, где наш не пропадала, везде пропадала. Короче говоря, начнем. Вот он и закипел. Единственное, до чего вот я здесь докопаюсь, это, ребят, вот до этой лапши. Ну, все-таки я пришел, значит, в хороший ресторан, да, и блюда-то у вас замечательные, и все у вас здорово, но я вот себе домой даже такую лапшу вот дешевскую, это стоит в районе 4-5 донгов, не покупаю, потому что, ну, это очень дешево. Когда вы берете 350 тысяч за вот этот хот-пот, ну, положите мне лапшу-то посерьезней. Ну, и либо вот домашнюю, приготовленную, хорошую, чтобы вот просто, знаете, в мисочку положить. Ну, вот это зачем? Вот это вот я не оценил здесь, ей-богу, это я не хочу. А в остальном давайте загружать немножко. Вот здесь вот такой травы присутствует, опять же, Morning Glory, затем какая-то еще штука. Короче говоря, накидаем травы, пускай они поварятся. И да, здесь еще и грибы, уши. Это вообще здорово и классно. Загружаем. Немножко здесь у нас, похоже, базилик и еще что-то. Вот так вот, немножко перебарщивать не будем. Ага. И нарвем вот так вот аккуратно Morning Glory на удобоваримые части. Так, а что здесь еще за трава, Ром? Сними, покажи. Вот это что за стебельки? Ты знаешь, я что-то не узнаю. Что это такое? Ну, это Morning Glory без листьев, похоже. Нет, не похоже. Нет, это совсем... Ой, она какая-то странная. Ну, давай немножко так сверху тоже покидаем. Пробовать, так, как говорится, усё. Как положено. Как подали, так и нате. Вот так. Пускай минутку побулькает, да и все. А вот оно, 2 минутки побулькало, и давайте с самого интересного. Ну да, бык был не огромен, скажем так.
грибочек. Обязательно. Вот эта штучка, это очень важно. Это очень вкусно и хорошо. Что же касается вот этих непонятных трав, мы здесь, соответственно, узнали Morning Glory и сельдерей. Только сельдерей этот крайне странный в том плане, что он очень белесый. Ром, вот еще раз покажи его. Вот, видите, какой он? И я такой, это, похоже, сельдерей, выращенный без света. Ну, потому что у нас на огороде тоже сельдерей растет, и он просто зеленый, а этот белый, видите? То есть это такое впечатление, что его пленкой накрыли, и вот он как-то там снизу рос. И, конечно же, парочка колечек лука. Вот так. Так, где еще яйца? Или что там у нас напихано? Давайте посмотрим. Ага, тут и всякие другие запчасти. Вот их тоже положим. Ай, смотрите, здесь еще какой гриб-то есть. Здесь еще же и ледяной в наличии. Посмотрите, какая красота. Господи, вот это наполнение хот-пота. Вот здесь и Ромки тоже еще найдет. Короче говоря, нормально там. Вроде как по мяску, да, все имеется. Слушайте, ну да. Вырубаем. Лишнего нам вариться. Оп, не надо. Остывает и пробуем. Начнем, господа, с этого ледяного грибочка. Подостыл. Бульон напоминает том-ям. Вкусом я пропитался. Но это местный вот этот кисленький. Это то, что они называют том-ямом. Правильно, Ром? Это то, что они называют лао-тай. Ну, лао-тай по-тайски, да. Короче говоря, это вполне себе симпатичный бульон. Ничего против не имею. Да, достаточно стандартный. То есть не удивили самим бульоном. Гриб отличный, вкусный. Так, что это за часть, не знаю. Похоже, это часть... А я не знаю, можно на ютубе говорить такие вещи, нет? Ну, пенис. Ну да. Да? Можно говорить? Ну, это вот часть пениса. Надо пожевать. Ну, ничего так, вообще какая-то жила, желирующее какое-то вещество. Так, тут нарезанное что-то. Это, видимо, бычий. Самое главное, где-то там у меня одно из первых было, да, половинка яйца. А вот яйцо вкусное. Это нежное, мясное. Ничего против не имею. И вообще, бараньи яйца одно из самых вкуснейших блюд. На самом деле, когда шашлык вот из бараньих яиц готовят, это очень нежно, это очень вкусно. Я как-то в свое время в Гинзе там пробовал. У нас в Питере мы заезжали, мне очень понравилось. С овощами тоже порядок. А это что, дайкон, наверное? Да, это вареный дайкон. Ну, представьте себе вареную редиску. Ну так. Короче говоря, по мясу претензий нет. Вот интересно, здесь, Ром, ты встретил или нет вот такую штуку? Это, видимо, это уретра. Да, это исключительно желешка. Прикольно. Ну и, конечно же, гриб уха. Это отдельного упоминания достойно, потому что гриб уха — это настолько крутая хрустяшка, что не перестану говорить, как это здорово. Наравне с ледяным. Очень классно, очень здорово. Мне
в этом хот-поте понравилось все. Экзотично. Да, наверное, кому-то покажется экзотичным. По мне, ничего ужасного, противного в этом нет. Это просто другие запчасти. Если кому-то сложно такие вещи принять, то абстрагируйтесь от этого и просто ешьте мясо. Это мясо и желирующие вещества. Роман? Ну, ты сказал, что вот бульон тебя не удивил, меня наоборот очень сильно удивил, Да? потому что они догадались не добавлять туда 4 килограмма сахара, как они обычно это делают. Ну вот в этом плане, ну окей. Здесь все отлично, он просто идеальный и вкусный вот в этом тайском стиле. Чуть-чуть сладковатый, чуть-чуть кисловатый, просто, как и в предыдущих блюдах, везде есть баланс. То есть, видимо, у них повар реально повар, а не просто какой-то там непонятный дядька с улицы. Ну, ты знаешь, в принципе, я здесь согласен абсолютно. Если у них гестхаусы, если у них действительно солидный ресторан вот внутри, здесь все украшено, здесь, ну, видно, солидные деньги вложены, то почему бы и хорошего повара не нанять ко всему этому приложению? На мой взгляд, да все удачно, все здорово и хорошо. Может, полирнем чем-нибудь, Роман? Давай, ну, рандом не рандом, а просто на рандом, я даже не знаю. Или рандом. Ну, ты вначале сказал, что они на курице еще специализируются. На курице. А Рома, он вначале еще говорил, такой, может, курочки возьмем какой. Ты вот ту курицу хочешь? Или, может, что-то другое поищем? Ну, Короче, или- Роман выбирает курицу, а уж какую выберет, ту и выберет. Полирнем курочкой. Все-таки не чисто у нас буйволиный обзор будет. Ждали мы финальное блюдо, которое Рома заказал примерно час 10. А приехала нам курочка. Роман, курочка в чем, с чем ты заказал? с солью и чили-перцем. С солью и чили-перцем. Стоит это блюдо 220 тысяч. Не знаю, на мой взгляд, давайте посмотрим поближе. Это, ну, ладно, не буду пока преждевременных выводов делать. Давайте посмотрим. Судя по всему, это половина курочки, потому что я вижу одно вот крылышко, одну ножку, а все остальное это вот нарубленная половина курицы. Здесь какие-то вообще внизу непонятные запчасти. Все на листике салата. Окей, хорошо. Что из съедобного нарублено, как вы понимаете, не в моем любимом варианте, чтобы, знаете ли, у вас отдельно грудка, отдельно что-то нарублено, как попалось. Вот что вот это вот за часть, я не понимаю. Поэтому давайте с нее и начнем. У меня небольшое такое впечатление, что они нафаршировали это чем-то. Это кукуруза или что? Нет, это не фаршировка, это ее то ли жилы, то ли жир. Ладно, куснем как есть. Не, ну курица вкусная. Пожевать, конечно. Вкус хороший. Чувствуется, что ты ешь такого сурового, на свободном выпасе петуха. И, ну, либо курочка, я не знаю, я здесь в данном случае не разбираюсь, просто у нас буйвол был, я подумал, что это тоже петух. Неплохо, вкусно, но вот за курочку почему-то 220 тысяч мне как-то дороговато. Не знаю. Роман, давай тоже налетай, потому что составляй свое мнение, в конце концов, твой заказ. А что интересно, они еще вот лучка подали. Сейчас заценим, что это такое. А я вот ножку. Ладно, тебе крылышко тогда будет. Будешь Я- голову? Не, там голова есть? Да, целая. Покажи в камеру, пожалуйста. может, вот это на курица фоне руки. целая. Это целая голова, да? Охренеть. Нет, голову ты, пожалуй, Роман, давай сам. Раз голова целая, значит и курица целая, просто у нее одно крыло было подбито, поэтому оно... И относится. вторая нога тоже Ну потеряла где-то там в петушиных боях, короче, я понял. А что это за трава? Эта трава очень мощный вкус имеет.
Я, как всегда, не знаю названия некоторых трав. Вы уж простите. Вот здесь появится. Это типа тархун. Да какой тархун, ты чего? Тархун-то я знаю. Вот она. Похоже. Ты не знаешь тархун, это ни разу на тархун не похоже. Это на какую-то хвою похоже. На иголку лиственницы, либо на иголку сосны, знаешь, вот ближе к ней. Мне всегда Притом с казалось, болотным вкусом. мне всегда казалось, что тархун, он тоже хвойный какой-то. Вкусный. Тархун хвойный? Ну да. Ничего себе. Кто считает, что тархун хвойный? Ребят, напишите. У кого тархун пряный, тоже напишите. Посмотрим, кто на нас почем. Интересно. Ты знаешь, Ром, у меня ко вкусу-то претензий нет. У меня ко вкусу тоже никаких претензий, одна похвала. Ну а по цене здесь везде вот эта курица, которая, ну, она же типа с эко-фермы, выращивалась заботливыми руками. Полезные для здоровья. Не вот эти вот бройлеры, которые наколоты там не пойми чем, а настоящее мясо. Ром, у меня тоже ко вкусу никаких претензий абсолютно нет, потому что, ну, знаете ли, эти эко-фермы, назовем это так, ну что, у меня у тестя ровно то же самое. Он выращивает кур, яйца мы тоже не покупаем, потому что у него там 100 плюс кур, и да, они на свободном выпасе. Он их и продает, и цыплят продает, и яйца продает. Это вот семейный бизнес моей жены. Она здесь сидит как раз за кадром, сейчас приехала. Так вот, Роман, у меня единственный вопрос к этому блюду. Да, это эко-кура, она крутая, и все с ней здорово и хорошо, но ее мало. Вот если к мясу буйвола у меня претензий не было. А здесь что-то как-то полкурочки за 220. Если бы было И больше, оправдывать это эко-курой. ну просто здесь везде такие цены, и как бы если бы они дешевле продавали, зачем смысл? Если вьетнамцы покупают за эту цену, им нравится, зачем им дешевле продавать? Поэтому все Ну, логично. согласен. Если такие дураки, как мы приехали, тоже это взяли, то логично, наверное. Вот, Ром, крылышко ты грызешь. Скажи по крылышку, оно вкуснее, чем... Потому что ножку я съел, ну да, вот оно вкуснее, чем вот все остальное. Остальное чуть-чуть суховато, жилисто, и так, как крылышко. Да, отличный, очень Нормально? насыщенный, да, куриный вкус. Ну вот, потому что, понимаете, вот эту фитнес-куру я бы здесь все-таки, наверное, и не брал. А вот за буйволом не вопрос. За буйволом хорошо. Ну и нужно лучка попробовать. Что они тут наваяли с точки зрения маринованного лучка. Потому что я вот маринованный лучок очень люблю. Молодцы. Укропчика бы сверху. Слушай, а хорошо. А ты попробовал? Молодцы. Прям уксусный. Прям хороший. А это, Ром, по-нашему. Давай. Это прям по-нашему. Это наш маринованный лучок. А как так? Или они что, узнали, что мы русские? Это, ну, несложно узнать по говору, естественно, по разговору. Ну да, это вот как мы... Это, да, это наш случай. А вот здесь удивили, а вот здесь молодцы. Ну и ладно. Слегка нивелировали, знаете ли, небольшое мое разочарование относительно курочки. Подведем итог. Мне очень нравится, как здесь все выглядит. Поэтому Господь здесь с курочкой. Здесь очень красиво. Ребят, это действительно симпатичное место. Не часто в Фонтиете такое найдешь. Во-первых, с такими огромными площадями. Во-вторых, с таким красивым антуражем. Сюда действительно именно ради визуального наслаждения стоит заехать. Во-вторых, кухня действительно неплохая. Господь с ней, с курочкой. Ладно, последний эксперимент Романа ему удался. На мой взгляд, не очень. Дороговато все-таки. А с точки зрения остальных блюд, которые мы попробовали, этот бык Баффало был крут и вкусен. Ну, на мой взгляд, это действительно местечко, которое туристу обязательно стоит посетить. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока.
На все про все с несколькими напитками у нас вышло 1 183 000 донгов. На самом деле я думал будет дороже, но дело в том, что некоторые блюда, да, действительно 150, как Роман говорил, а некоторые по 119. Ну, соответственно, и вышло так чуть-чуть подешевле. На мой взгляд, очень даже неплохо, учитывая, что мы с собой забираем. Сейчас еще разберемся, кто куда. Это просто там вместе все упаковали. Огромное количество еды. Поэтому то, что мы вот на эту сумму сегодня наели, это, конечно же, ну, не на двоих. Это, пожалуй, на четверых, да, Ром? Ну да. Ну, на четверых, да, как минимум. Поэтому, на мой взгляд, ну, вполне себе нормально. Так что изначально, как я говорил, что это, наверное, дорогое, пафосное место, да, скорее всего, и не особо. А, здесь еще они дополнительно просто на 47 000, да, прикрепили чек. Короче говоря, местечко симпатичное. Все те, кто будут писать, что это реклама, что тебя пригласили, что это проплачено, да нет, ребят. К сожалению, я бы с удовольствием заехал в то место, которое бы меня пригласило, проплатило. Вот. Ну, один хрен, и бы я сказал все честно. Короче говоря, да, местечко хорошее. На мой взгляд, красивое, уютное и приятное. Всем пока еще раз. Комар. Вы видите его? Ну, кыш. Мне еще этой лихорадки Денге не хватало. Да что такое? Комар какой-то опять. Не мудрено, около болота сидим, поэтому, да, тут, наверное, единственный будет недостаток, может, нас сегодня зажрут. Ну да, вот что-то летает. Замочил. Или жареный рис. Чего? Или жареный рис. Не, жареный рис точно нет. Давай уж курочку. Назвался курочкой, полезай в этот самый, на гнездо, короче. На насест.